major crisis in his life. Он записал в дневнике, что по милости Кришны он преодолел самый большой кризис в своей жизни. Gradually he was recovering from his heart attacks. И пока он выздоравливал после своих сердечных приступов, one part of his diary I'm always very happy to read. Одну часть его дневника я всегда очень счастлив, когда я читаю. When they were in the Mediterranean Sea, they have reached Port Said. В Средиземном море они дошли до порта, который назывался Саид, порт Саида. From Port Said, he was looking from the boat, and he saw shops, and he saw a beach. Он выглядывал с борта корабля на этот порт Саид, и он видел маленькие магазинчики, пляж. And he said, when they even have a road, just like it looks just like Marine Drive in Chowpatty Beach of Bombay. И он записал в этом дневнике, там даже есть дорога, ведущая вдоль моря, набережная. Эта набережная похожа на Marine Drive на Chowpatty в Бомбее. Prabhupada was remembering Chowpatty Beach on Jaladutta. Таким образом, Шрила Прабхупада помнил о Чилпати, о пляже Чилпати на Джаладуте. Because of his mercy, now there is a very nice temple there. И по его милости, благодаря этой памяти, сейчас там храм. Anyways, Prabhupada's health was so difficult. Прабхупада очень тяжело путешествовал, и здоровье его было слабым. Prabhupada was explaining how so much dizziness and so much headaches and so much heart pains. Прабхупада записывает, какую страшную боль головную он испытывает, какую сердечную боль. He wrote in his diary that how he was feeling such deep separation from Vrindavan. Он записал в своем дневнике, какую страшную боль разлуки он испытывает от разлуки с Вриндаваном. And his dear deities, Radha Govinda, Radha Gopinath, and Radha Damodar. Боль разлуки с его божествами, Рада Говинды, Рада Гопинатхой и Рада Дамодаром. Prabhupada was explaining how he was so far away from Vrindavan. Прабхупада записывает, как далеко он находится от Вриндавана. In his feelings of separation and all of the crises and difficulties he was undergoing. И все эти сложности плюс разлука и трудности путешествия, тяготы. His only solace was the nectarine pastimes of Sri Chaitanya Charitamrita. Единственное, что служило ему утешением, это нектарные лилы Шри Чайтанья Чаритамриты. He said Chaitanya Charitamrita was keeping him alive. Он записывает, что Чайтанья Чаритамрита помогает ему выжить. And he wrote how I have undertaken this difficult journey on the order of my spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он пишет, я предпринял это тяжелое путешествие по приказу моего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати Такура. On the 38th day of his voyage, Srila Prabhupada arrived in New York City. На 48-й день своего путешествия Шрила Прабхупада прибыл в Нью-Йорк. Later on, he told his devotees that he had a vision where he had seen Krishna and his incarnations. Prabhupada said, bowing the row. Позже он рассказывал своим последователям и ученикам, что во время своего путешествия он видел Кришну и его воплощение, которые гребли веслами. У него спросили, вы имеете в виду, что они на корабле плыли? Он сказал, да, это я имею в виду. Это что они гребли. Только по милости Кришны. Когда Прабхупада сошел с корабля, было 12:30 ночи.
Он прошел через таможенную службу, контроль в Бостоне. He was a 70-year-old man in the middle of the night in the dockyards of New York. Итак, 70-летний человек оказался темной ночью в Нью-Йорке, в гавани. And he was walking. И он стал идти куда-то. He didn't see anyone. Он никого не увидел вокруг. He didn't know anyone. Он никого не знал. But he was thinking as he was walking in the dark. И пока он шел в темноте, он думал: That I have my box of Srimad Bhagavatams. со мной коробки со Шримад Бхагаватам. So I know my mission will be successful. Поэтому я знаю, моя миссия достигнет успеха, увенчается успехом. And then a strange man came and said, I am Gopal Agarwal's travel agent. Тем подошел какой-то человек и сказал: я помогаю Гопалу Агарвалу в путешествии. And he put him on a bus. Посадил его на автобус And sent him to Butler, Pennsylvania. и послал его в Батлер, Пенсильвания. In the month of June of this summer, there was a wonderful festival in Butler, Pennsylvania. В июне этого года в Батлере, Пенсильвания, был замечательный праздник. Devotees from New Vrindavan, which is the closest temple, celebrated the 40th anniversary of Prabhupada's coming to Butler. Преданные из Нью-Вриндавана, который является самым близким храмом в Батлеру, отпраздновали 40-летие прибытия Шрилы Прабхупады. I was longing to go, but I was in the service of Bhakti-Tirtha Swami at that time, so I was unable to. Мне очень хотелось быть вместе с ними, но в то время я служил Бхакти-Тиртхе Свами, поэтому я не смог этого сделать. But something wonderful happened during that festival. Но во время этого фестиваля произошло удивительное событие. I'll tell you later what happened. Я расскажу вам немного позже. But anyways, there Srila Prabhupada was hosted by a stranger named Gopal Agarwal. He just knew his father. Там Шрила Прабхупаду принял как своего гостя незнакомый ему человек Гопал Агарвал. Шрила Прабхупада немного знал его отца. There was no space in the man's house for Prabhupada. Дома у этого человека не оказалось места для Шрилы Прабхупады. So they put Prabhupada in the cheapest possible hotel there is, the YMCA hotel. Поэтому они поместили Шрилу Прабхупаду в самый дешевый отель, отель для христианской молодежи. And he would go every day to cook. И каждый день из своей комнаты в гостинице Шрила Прабхупада отправлялся в этот дом, чтобы приготовить пищу. It was very difficult for Prabhupada. Было очень трудно. He saw Sally Agarwal, the mother, feeding this little tiny baby liquefied beef. Когда он готовил, он видел, как Салли Агарвал, женщина, жена Гопала Агарвала, кормила своего маленького сына жидкой говядиной. And there was meat in the refrigerator. В холодильнике лежало мясо. Очень сложно. Srila Prabhupada was so positive. Шрила Прабхупада был очень позитивно He настроен. writes in diary how there were so many churches in Butler, Pennsylvania, and so many people were going to the churches. Он записывает в своем дневнике: в Батлере очень много церквей, много людей ходит в эти церкви. This means that America is very spiritually inclined. Он пишет: это значит, что Америка очень духовная страна. He was very positive. Очень позитивно относился ко всему. Learning. He was examining Sally Agarwal, who was this American lady, to see how she thinks and how she talks and what she likes to do. Prabhupada was examining to see what is the American people about. И он стал изучать Салли Агарвал, американскую женщину, чтобы понять, как американцы думают, как американцы делают, что они. Он стал изучать весь американский народ на ее примере. I have told this story before, but I'd like to tell it again, just to give an example. Я уже рассказывал эту историю, но хочу рассказать еще раз, чтобы привести пример. Every morning, Sally Agarwal would see water pouring out of the bathroom when Prabhupada was in there.
Каждое утро Салли Агарвал видела, как вода выливается из ванной комнаты, когда Шрила Прабхупада омывался там. Она выливается из-под дверей и заливает коридор. И она стала удивляться, что Свамиджи делает там. Через какое-то время ей стало сложно терпеть. Она спросила: Свамиджи, почему столько воды выливается из-под дверей? Шрила Прабхупада сказал: я омываюсь. Она сказала: мы тоже омываемся, но вода не выливается из-под щелей. Она спросила: Свамиджи, как вы омываетесь? Он сказал: так же, как все нормальные люди. Я наполняю ванную водой. Затем стою рядом с ванной. Беру лоту и обливаюсь этой лотой. Он сказал: Свамиджи, вы должны это в ванной делать, а не за пределами ванны. Прабхупада сказал: что это за культура, когда вы в воде стоите, что вы это делаете? Он сказал: да, это так и нужно делать у нас, в нашей стране. Другой день она услышала странные звуки, доносящиеся из ванны. Она спросила: Свамиджи, что это за странные звуки? Сказал: я стираю свою одежду. Он бил своей одеждой по полу в ванной комнате. Свамиджи, в Америке мы так не делаем. Как вы делаете в Америке? Он сказал: пойдемте со мной. Она привезла его в прачечную. Washing machines and 25 drying machines, and you just put coins, and all clothes are going back and forth. Она привезла его в прачечную, там стояло 25 стиральных машин, 25 сушильных машин, нужно было засовывать монетки туда, и все там вертелось. Шрила Прабхупада был очень удивлен. Прабхупада очень многому научился про Америку, узнал. Потому что он думал, что ему нужно научиться таким образом рассказывать о Шримад-Бхагаватам, чтобы это проникло в сердце американцев и было близко им. Прабхупада пишет, что его приглашали в церкви и в церковные школы приходские, чтобы он давал лекции там. Prabhupada said, I saw the young people were very receptive and very interested in learning the Bhagavad Gita and Bhagavad philosophy. И Прабхупада пишет: я видел, что молодые люди с очень большим желанием изучают Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. But their religious teachers were very concerned I did not come too close to them because they were afraid I would convert them. Но учителя, которые преподавали у них религию, были очень обеспокоены, чтобы у нас не завязывались слишком близкие отношения, чтобы я не смог их обратить в свою веру. But he gave a class in a YMCA. Однажды он дал лекцию в этом общежитии для христианской молодежи. And Prabhupada, for the first time in the Western world, he made the newspaper. И первый раз на Западе Шрила Прабхупада попал в газету. And a professor from Slippery Rock State College saw that and invited Prabhupada to come to the college to speak in his classes throughout the day. И профессор из местного колледжа прочитал эту газету и пригласил Шрилу Прабхупаду в свой колледж, чтобы тот прочитал лекцию студентам. Professor Larson. Был профессор Ларсон. Years later, Professor Larson told me what wonderful classes Prabhupada gave. Много лет спустя профессор Ларсон рассказывал, какую замечательную лекцию дал Шрила Прабхупада. What a saintly person he was. И каким святым человеком он был. But he was utterly shocked that he started a worldwide movement. Но при этом он был абсолютно сражен, что Шрила Прабхупада начал всемирное движение. He said he was so humble. Он был таким смиренным, рассказывал он. So unassuming. Таким скромным. And he just seemed content
just praying on his beads. И он был абсолютно доволен тем, что ему можно было повторять мантру, молитву на своих четках. But one thing Professor Larson told me. Но профессор Ларсон сказал мне одну удивительную вещь. Prabhupada was determined that he buy a set of his books and put them in the library. Шрила Прабхупада изо всех сил настаивал, чтобы он купил у него весь комплект книг и поместил в библиотеку. Which he did. И она это сделала. So during this reunion that took place just about a month and a half ago. Во время этого праздника, который проходил в Батлере, Пенсильвания, 1,5 месяца назад, Professor Larson came and spoke his memories of Srila Prabhupada. Пришла эта женщина, профессор Ларсон, и стала рассказывать о Шриле Прабхупаде. And as the devotee and the whole program was held in the YMCA. И вся эта программа проходила в общежитии для христианской молодежи. And as the devotees decided they were going to do a Harinam Sankirtan procession from the YMCA to where Sali Agrawal used to live. Prabhupada made that walk every day. Преданные решили провести Харинаму из этого общежития для христианской молодежи до дома Сали Агарвал, потому что Шрила Прабхупада каждый день ходил по этой дороге. How many of you have ever been to Butler, Pennsylvania? Сколько из вас посещали когда-то Батлер, Пенсильвания? It is a very conservative town. It was a radical thing for devotees to do Harinam through the streets of Butler. Это в высшей степени консервативный город, и нужно было осмелиться пройти там с Харинамом по этому городу. But something wonderful happened. Но самая удивительная вещь произошла в этот момент. As soon as they came out of the door of the YMCA and started chanting, как только они вышли из этого общежития для христианской молодежи, this lady just driving her car. Женщина ехала в машине. And as soon as she saw the devotees, she like screeched on her brakes. Как только она увидела преданных, она надавила на тормоза. And quickly she said, "Wait, wait, wait, wait!" И она закричала: "Стойте, стойте! Don't go anywhere, wait!" Пожалуйста, подождите, не ходите And никуда." she parked her car. Она припарковала машину. And she ran out. She said, "What are you doing here?" Я спросил: "Что вы тут делаете?" I said, "We're having a festival." So why did you invite me? Почему вы меня не пригласили на фестиваль? We don't know who you are. Мы не знаем, кто ты такая. She said, in 1965, I was a student of Professor Larson, and I saw Swamiji speak, and I asked him a question. Она сказала: в 1965 году я была студенткой у профессора Ларсена, и я слышала, как Свамиджи давал лекцию, я задала ему вопрос. I heard his lecture, and I really appreciated it. Я слышала его лекцию, я очень оценила ее. But then I forgot everything he said because he left. Но затем я все забыл, потому что он в тот же день ушел. She said, but I'll tell you another thing. Но я могу сказать одно. That my daughter is a devotee living in a Hare Krishna temple. Моя дочь стала преданной, она живет в храме Харе Кришны. That is the power of the seeds that Prabhupada plants. The seeds even go into your genes. Таково могущество семян, которые сажает Шрила Прабхупада. Эти семена проникают даже в гены. Шрила Прабхупада ki jai. So that was a wonderful festival. Prabhupada was in Butler for 21 days. Шрила Прабхупада жил в Батлере 21 день. But he didn't see much scope for a worldwide movement. Но ему трудно было представить, как всемирное движение разрастется из этого города. И он привел своих хозяев в состояние шока, когда он сказал: "Я отправляюсь в Нью-Йорк от вас". У него ничего не было. The day he left on a bus back to New York, Sali Agrawal was crying. В тот день, когда он сел на автобус, чтобы ехать в Нью-Йорк, Сали Агарвал стала плакать. She loved Swamiji like a father. Она полюбила Свами как отца. She even gave him a few dollars so that he could do his laundry. No, she gave him coins so he could do his laundry and launder at Swami. На прощание она дала ему несколько монеток, чтобы он мог стирать свою одежду в прачечной. Because he had nothing. Потому что у него ровным счетом ничего не было. Sali Agrawal later said she had never met a great man like Swamiji.
Позже она сказала, что она никогда не встречала такого человека, как Свами, такого великого. And we know Prabhupada's struggle in New York. Но мы знаем, какие трудности Шрила Прабхупада претерпел в Нью-Йорке. He had no money. He had one contact of a Dr. Mishra who was a Mayavadi. У него не было никаких денег. Единственный, кого он знал, был доктор Мишра Майявади. Prabhupada was living in a ghetto called Bauri. Прабхупада жил в гетто, которое называлось Баури. Great difficulty. Очень сложно. No results. И никаких результатов. Dr. Mishra invited him to speak in his yoga studio. Доктор Мишра приглашал его, чтобы он читал лекции в его йога-студии. But the problem was when Prabhupada spoke Vaishnava philosophy, it totally defeated all Dr. Mishra's philosophy. Проблема заключалась в том, что когда Шрила Прабхупада начинал рассказывать философию вайшнавов, он опровергал философию доктора Мишры. So he said, you can do kirtan, but you're not allowed to speak here. В конце концов, доктор Мишра сказал, можете проводить киртаны, но нельзя читать лекции. So years later, I met somebody. Много лет спустя я встретил одного человека. Actually, I'll tell you the story real quickly. Я быстро расскажу это. It was in the 1980s. Это было в 80-х годах. There was a rainbow gathering. И была Rainbow ярмарка. 10,000. Я знаю, что это 10,000 hippies were gathered together in the middle of a forest. Это фестиваль, когда 10 тысяч хиппи собираются где-то в лесу, что-то вроде Грушинска. And we were having kirtan and doing lectures and giving prasad. Thousands of people would take prasad. И мы там давали лекции, раздавали прасад. Тысячи людей брали этот прасад у нас. So one day after big kirtan, I was distributing halava while there was about a 7-course feast. Однажды после большого киртана я раздавал халву, там было где-то 7 блюд приготовлено. And this very strange person came with he had like a skull for a bowl or something. Среди аудитории был очень странный человек. У него вместо тарелки был человеческий череп. And he had long matted hair. И у него были длинные спутанные волосы. And a long, scraggly matted beard. И длинная борода, которая висела сосульками. And all his hair was just dingy gray, old hair. И все его волосы были серые от пыли и седые. And he was a skinny person, and all his flesh was all wrinkled and saggy from old age. Он был очень худой человек, и вся его плоть была морщинистая от старости. But the worst part of it, самое ужасное во всем этом he was completely naked. He did not have even a single stitch of clothes on. Было то, что он был полностью голый, на нем не было ни одной нитки. And I gave him his halava. Я стал давать ему его порцию халвы. And I smiled and said, Hare Krishna. Я улыбнулся и сказал Харе Кришна. And he just gazed at me intensely, right in my eyes. Он стал смотреть очень напряженно прямо в мои глаза. Now, please know, he was not an Indian sadhu. He was an American. Это не был какой-то индийский саду, это был американец. And he just gazed in my eyes. Стал смотреть внимательно в мои глаза. And I looked at him. Я стал смотреть на него. And he said, Do you know Swamiji? Он спросил, вы знаете Свамиджи? I said, You mean Srila Prabhupada? Я спросил, вы имеете в виду Шрилу Прабхупаду? He said, I know him as Swamiji. Он сказал, я знаю его под именем Свамиджи. And he said, Would you like to hear how I know him? Он спросил, хотите узнать, откуда я его знаю? He said, I'm a yogi. Он сказал, я йог. And I was a student of Dr. Mishra. И я был студентом доктора Мишры. And Swamiji was not allowed to speak. И Свамиджи не разрешали говорить у нас. Because Dr. Mishra did not like his philosophy. Потому что доктору Мишре не нравилась его философия. So Swamiji would sit in the back of the classroom
Свами же садился сзади в praying on комнате his beads quietly as Dr. Misha was speaking. и тихо читал, повторял мантры на своих четках, когда доктор Миша давал лекцию. So one day, he said, I came back to talk to him. И этот человек сказал, однажды в один прекрасный день я сел тоже сзади, рядом с ним, чтобы поговорить с ним. And he told me that Swamiji said, are you listening to Dr. Misha's lectures? И Свамиджи сказал мне, ты слушаешь лекцию этого доктора Миши? He is speaking all nonsense. А он говорит полную ерунду. And he was giving him a little class in the back of the room about Bhagavatam, Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада стал давать ему свою лекцию в углу комнаты. And he said he used to take me home with him. И он стал рассказывать, что он водил меня к себе домой. And teach me И учил меня, chanting and all these things. как нужно повторять мантры и все остальное. He had one student У него был один студент, who took some interest. который заинтересовался. And Prabhupada was so happy that somebody's interested in Krishna consciousness after months and months and months. Прабхупада был очень счастлив, когда хотя бы один человек заинтересовался сознанием Кришны. Prabhupada was so determined. Решимость Прабхупады бесконечна. In his diary we find how somebody allowed him to make a tape recording of his chanting. В своем дневнике он записывает, как кто-то позволил ему записать на магнитофон пение киртаны. And in his diary he writes a few people came to a program and he played the tape recording and he said the people liked it. А Шрила Прабхупада пишет, что несколько человек пришли к нему на программу, он поставил ему, включил им запись магнитофонную, и людям это очень понравилось. Prabhupada said they liked it. Шрила Прабхупада пишет, им очень это понравилось. Now I can understand that the prophecy of Haridas Thakur that the holy name will be spread all over the world will be fulfilled. И теперь он пишет, я знаю, что пророчество Харидаса Такура о том, что святое имя распространится по всему миру, сбудется наверняка. Any little sign, Prabhupada just took it as Krishna's encouragement. Любую маленькую вещь Шрила Прабхупада воспринимал как знак от Кришны. In 1966, on Guru Purnima, he writes in his diary, В 1966 году на Гуру Пурниму он пишет в своем дневнике, that my god brothers are all in Vrindavan and Mayapur with so much festival and kirtan and katan association. мои духовные братья находятся во Вриндаване, в Майяпуре, они занимаются катхой, киртаном, у них саду-санга. And I am all alone without another Vaishnava within 10,000 miles. А я нахожусь здесь в одиночестве, и в радиусе 10 тысяч миль нет ни одного вайшнава. But I am happy because I am executing the will of my spiritual master. Но я счастлив, потому что я исполняю волю своего духовного учителя. This was Srila Prabhupada said. Такова была решимость Шрилы Прабхупады. One boy told me that Prabhupada would cook for him. Один юноша рассказал мне, как Шрила Прабхупада готовил для него. He'd go to his house and cook for him. Приходил к нему домой и готовил для него. Prabhupada had no money. He said, "You have money, let us buy food for Krishna." А у Шрилы Прабхупады не было денег, поэтому он сказал этому юноше, у тебя есть деньги, давай будем покупать пищу для Кришны. They went to grocery store. Он отправился однажды в бакалейный магазин. This person told me that Prabhupada, they went to the cash register. А они набили все в кассе выбили чек. And the cashier, Кассирша выбила ему чек. that will be $25. И сказал $25. Prabhupada said, I will give you $5. Шрила Прабхупада сказал $5, не больше. She said,
said, "Sir, it's $25. You see, the price tag is on each item you bought." Он сказал: сэр, это $25, посмотрите на чек. He said, "It's not worth that much. You are overcharging." Шрила Прабхупада сказал: это все не стоит того, вы слишком большую цену мне He said, даете. "I know the cost of these vegetables. I am from Calcutta. I know the cost of these vegetables." Шрила Прабхупада сказал: я знаю, сколько стоят эти овощи, я из Калькутты. But sir, the price is on it. If you don't like it, you have to go somewhere else. He said, "No, these are good vegetables." Сэр, тут у нас свои цены, если вам не нравится, идите в другое место. Нет, овощи хорошие. So the lady was so charmed by Srila Prabhupada that she opened her purse and she took out the balance and paid herself and put it in the cash register. And Женщина said, была так... "Sir, you just take it. It's my donation." Женщина была так очарована, что открыла свой кошелек, взяла недостающие деньги, положила туда и сказала: идите. One day Prabhupada woke up in the morning while living in the Bowery. Однажды Шрила Прабхупада проснулся рано утром, когда он жил на Бауэре. And he thought that the city did a very strange thing. И он They whitewashed, which means like paint, all the streets and the buildings. посмотрел вокруг и подумал: странное что-то сделали власти в этом городе, они все побелили, весь город. Then he learned that it was snow. А затем оказалось, что это выпал снег. He'd never seen snow in his life. Он никогда не видел снега в своей жизни. No warm clothes. И у него не было теплой одежды. He was living in one place where this boy was actually taking interest, and he had but in the Bowery ghetto he had a flat, just one room. Один юноша заинтересовался, и у этого юноши в этом гетто на Бауэре была большая комната наверху, на чердаке. And Prabhupada was writing to his godbrothers in in India. Шрила Прабхупада писал своим духовным братьям из Америки в Индию. We have a temple now in New York City and in America. Теперь в Америке у нас храм в Нью-Йорке. We actually have a temple now. We can make our base. Теперь у нас есть храм, можете приезжать и проповедовать отсюда. It was the 5th floor. It was a warehouse on the 5th floor. Это было на самом деле складское помещение на 5-м этаже какого-то. It was converted into a small living place. Это складское помещение было превращено в какое-то подобие квартиры. And again he was begging his godbrothers, "Please come, or at least send one of your disciples to help me. This is our Guru's mission." Снова и снова он просил своих духовных братьев: пожалуйста, приезжайте сюда, или, по крайней мере, пошлите какого-нибудь одного из своих учеников. Это миссия нашего гуру. Although his godbrothers, many of them were very advanced Vaishnavas. И хотя многие из его духовных братьев были очень возвышенными вайшнавами, And he begged repeatedly. он снова и снова умолял их. No one sent him a single penny, Никто не послал его ни пени, a single disciple to help, ни одного ученика в помощь, what to speak of coming themselves. не говоря уже о том, что приехать самим. He was all alone, Он был в одиночестве полном. no support whatsoever. У него не было никакой поддержки. And he still had his return ticket И у on него the Jaladuta. по-прежнему был обратный билет на корабль Джаладута. Prabhupada said sometimes he would go to the dockyards in New York and just look and think about going. But he never Прабхупада говорил, что иногда на своих прогулках он заходил в гавань Нью-Йорка и думал: может быть, отправиться назад. That was his determination. Такова была его решимость. And then that one person who was giving him a place to stay in that loft. И затем этот человек, который приютил его у себя в этой студии на чердаке, He took LSD and went mad. Он принял ЛСД и сошел с ума полностью. And threatened to kill Prabhupada. И стал гоняться за ним, чтобы убить его. Actually came to him with a weapon to kill him. Он подошел к нему с ножом, чтобы зарезать его. So Prabhupada had to immediately leave that place. А Прабхупаде пришлось покинуть это место. And he had an acquaintance У него был знакомый, with a boy named Mike and a girl named Jan who were living together. Это знакомая чита
юноша и девушка, которые жили вместе. Юношу звали Майкл, а девушку звали Джен. Early morning, because Americans usually don't wake up very early. Рано-рано утром. Американцы обычно не встают слишком рано. Prabhupada said even on Jaladutta he was waking up at 3 a.m. every day. Прабхупада пишет, что даже на Джаладуте он каждое утро просыпался в 3 часа. One morning, I think it was about 6 in the morning. Однажды утром, я думаю, что это было 6 часов утра. They were shocked. They never had a knock on their door at 6 Он in the morning. постучал к ним в дверь, они были в полном шоке, потому что никто никогда к ним в 6 часов утра не стучался. Jan got up and answered the door. Они встали, приоткрыли дверь. And it was Swamiji standing there with his little bag. И у дверей стоял Свамиджи с саквояжем. And he said that a man threatened to kill me, and I had to leave where I was staying. I have no place to stay. Он сказал, юноша угрожал мне, и мне пришлось уйти оттуда, и мне больше негде жить, я бездомный. Can I stay with you until I find another place? Можно я поживу у вас до тех пор, пока я не найду другого места? So they brought him in the house. Again, it was a loft. That means just one room. Они The впустили kitchen, его. the bath, everything's in one room. Они впустили его, это была что-то вроде художнической мастерской, студии. Всего лишь одна комната, там в этой комнате все было вместе, и ванная, и кухня. So he's sharing a single room with a man and a lady who aren't even married. Таким образом, Шрила Прабхупада оказался в одной комнате с юношей и девушкой, которые даже не были женаты. And they're young Americans with so many American habits. И они были молодыми американцами с огромным количеством американских привычек. And it was very uncomfortable for them. Swamiji's living with them. И им было очень неловко, что Свамиджи живет рядом с ними в одной комнате. And they knew it was very uncomfortable for Swamiji also. И они знали, что ему тоже очень неловко жить вместе с ними. But during that time they came to love him so dearly. Но к этому времени они настолько полюбили его, They were thinking they must find a place for him. что они стали думать, мы должны найти для него место отдельное. So they, amongst their friends, they collected money. Они собрались со своих друзей и скинулись деньгами. And they got a little storefront on the Lower East Side. И они сняли небольшое помещение, магазинчик на Нижнем Иссайде. They told Swamiji, we have paid the first month rent, but after the first month rent, we don't know if we can help you after this. Они сказали, Свамиджи, мы заплатили за первый месяц, но после первого месяца, я не знаю, мы сможем продолжать помогать или нет. Prabhupada moved into that little storefront. Прабхупада переселился в этот маленький магазинчик. The address was 26 2nd Avenue. Адрес был дом 26 по 2-й авеню. And that young boy and girl, during the first initiation ceremony, became Mukunda Das and Janaki Devi Das. Этот юноша и девушка во время первой церемонии инициации получили имена Мукунда Дас и Джанаки Даси. And of course, Mukunda Das Prabhu later became one of the most illustrious, exalted Vaishnavas in the world, Mukunda Goswami Maharaj. И Мукунда Дас Прабху позже стал одним из самых блестящих вайшнавов во всем мире, Мукунда Госвами Махарадж. This is the power of Prabhupada's love, Такова сила любви Шрилы Прабхупады, his compassion. его сострадание. Prabhupada came to America, he writes, he only had a 1-month visa. Когда Прабхупада приехал в Америку, он пишет, что у него была всего виза на 1 месяц. And he was thinking, he has no money, he knows no one, there's no way he'll survive here more than 1 or 2 months. У него не было денег, он никого не знал, он думал, что я не выживу здесь больше, чем месяц или 2. And after only about a year, he also had a stroke. Всего год спустя, после того, как он приехал в Америку, у него снова случился удар. But despite all these difficulties and upsets, Prabhupada ecstatically served his Guru Maharaj. Но несмотря на все эти трудности, Шрила Прабхупада продолжал служить своему Гуру Махараджу. So yes, on this holy day of Srila Prabhupada's Vyas Puja, Да, в этот we день should know within our heart рождения Шрилы Прабхупады мы должны знать в
глубоко в сердце. That anyone who knows the proper conception of Krishna in the Western world, что любой, кто что-то понимает о Кришне на Западе, the exclusive reason is the unlimited compassion and sacrifice of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. обязан этим только одному, безграничному состраданию и решимости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. No one else thought it was possible, nor did anyone dare to even take a step to try. Никто другой не считал это возможным, и никто другой не осмелился сделать даже один шаг в этом направлении. But all alone, Prabhupada did it. Но в полном одиночестве Шрила Прабхупада сделал это. By his love, by his compassion, by his purity, Своей любовью, своим состраданием, своей чистотой. he transformed tens and thousands of people's lives. Он преобразил сотни тысяч жизней. Incredible. Невероятно. Prabhupada was living all alone at Radha Damodar Temple, praying to Rupa Goswami to empower him back in the late 50s and early 60s. В конце 50-х, в начале 60-х годов Шрила Прабхупада жил в полном одиночестве в храме Радхи Дамодары, моля Рупу Госвами дать ему силы. And in 1972, he had devotees from all over the world assembled for 1 month at Rupa Goswami's Samadhi, where Prabhupada gave a lecture series from Nectar of Devotion. В 1972 году он собрал преданных со всего мира около самадхи Рупы Госвами, где он давал лекции по нектару преданности. That is success. Это успех. Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам, that when he was living in Vrindavan, he was all alone with nothing. что пока он жил во Вриндаване, он был в полном одиночестве, у него не было ничего. And far from the village of Vrindavan in those days, there was a place called Ramanreti. Очень далеко от основного города Вриндавана, деревни Вриндавана, было место, которое называлось Раман-Рети. Srila Prabhupada writes Шрила Прабхупада пишет, that there was a plot of land in a remote corner. что был участок земли в отдаленном уголке. And he said a devotee wanted a temple there. Он сказал, что преданные хотели построить там храм. And by the power of the devotee's desire, Krishna fulfilled. And now it is the most popular temple in Vrindavan. И сила желания преданных такова, что Кришна исполнил их желание. Теперь это самый знаменитый, самый популярный храм во всем Вриндаване. Krishna Balaram Mandir Ki. Prabhupada lived in a Bowery with nothing and no one in New York City in 1965. Шрила Прабхупада покинул Вриндаван и оказался в Нью-Йорке без ничего в 1965 году. In 1976 there was Ratha Yatra with devotees from all over America. The largest, most important street, Fifth Avenue, was closed off by the New York police for 3 beautiful chariots of Jagannath, Baladev and Subhadra. Но всего 11 лет спустя, в 1976 году, самая большая улица в Нью-Йорке, самая знаменитая улица на Манхэттене, 5-я авеню, была перекрыта полицией для того, чтобы преданные со всей Америки съехались туда и провели парад с 3 огромными колесницами Джаганатхи, Баладевы и Субхадры. Prabhupada sitting on Subhadra's cart like the king of gurus. Прабхупада восседал на колеснице Субхадры, как Victory march король всех through гуру. New York City. И он шел в своем триумфальном марше по Нью-Йорку. Триумфальном шествии. Srila Prabhupada lived like a beggar. He went to Juhu Beach to beg Madhava-Murari, please give me a ticket, give me a seat on that cargo ship. Шрила Прабхупада жил как нищий. В Бомбее он умолял Сумати-Мураджи, чтобы она дала ему милостыню, бесплатный билет. When he used to visit Sumati-Muraji, there was a swampy area. And please understand, Juhu at that time was way, way far away from the city of Bombay. И когда он посещал Сумати-Мураджи, это была болотистая местность, и в то время Джуху был очень отдаленным районом Бомбея. Prabhupada saw that swamp and was thinking, this would be a good place for a temple.
Шрила Прабхупада увидел это болото недалеко от дома Madhava-Murari и подумал, это будет отличное место для храма. And today, the most popular temple in all of Bombay, Shri Radha Bihari, attracts millions of people every year. А сегодня самый популярный храм во всем Бомбее, Шри Радха Бихари, стоит на месте этого болота и привлекает миллионы людей в Бомбее. There are so many examples of how Prabhupada, his love, attracted Krishna to perform miracles within this world. Есть множество примеров, каким образом любовь Шрилы Прабхупады заставляла Кришну совершать чудеса в этом мире. And yes, in 1971, Srila Prabhupada, after attempted efforts and many failures, he got a visa to come to Russia. И да, в 1971 году, после множества попыток и неудач, Шрила Прабхупада в конце концов получил визу в Россию, в Советский Союз. Why? Почему? Зачем? He started with nothing. He was already gloriously successful. Он начал с нуля, и к этому времени у него уже был огромный успех. There were projects in North America, South America, Australia. He was starting projects in India. Why he wanted to come to Russia? У него были храмы в Северной Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Индии. Зачем он хотел приехать в Москву? Because the pure devotee is simply the puppet of Krishna. Потому что чистый преданный является марионеткой в руках Кришны. We have read in this beautiful prayer today. Мы читали в этих молитвах сегодня. Oh Lord, I am just like a puppet. О мой Господь, я всего лишь марионетка. I am just like a puppet in your hands. Я марионетка в твоих руках. So if you have brought me here to dance, и поэтому, если ты привел меня сюда танцевать, make me dance, oh Lord, make me dance as you like. Так заставь же меня танцевать, о Господь, заставь меня танцевать, как ты того хочешь. Krishna wanted Prabhupada to come to Russia. Кришна хотел, чтобы Шрила Прабхупада приехал в Россию. Because of Krishna's love for the Russian people. Потому что Шрила Прабхупада любил русских людей. Krishna's love was manifested through Prabhupada as his love. И любовь Кришны проявилась через сердце Шрилы Прабхупады, как его любовь. He came here at the most difficult time. Приехал сюда в самый трудный период. And from that Moscow University, he looked out and said, someday thousands of people will be chanting Hare Krishna. И глядя на город со смотровой площадки Московского университета, он сказал, что в какой-то день в этом городе тысячи людей будут петь Харе Кришна. И мы поем. Prabhupada wrote, after his inspiration by seeing the goodness of the Russian people, Прабхупада написал, насколько он воодушевлен, видя благочестие русских людей. Прабхупада написал своим лидерам: нам нужно построить прекрасный храм в Москве. Что это значит? When Prabhupada says that, that means Radha and Krishna want a beautiful temple to live here. Если Прабхупада... It is Radharani and Govinda Dev's desire to be here in Moscow. Если Прабхупада говорит это значит, что Рада и Кришна хотят этого. Это желание Шримати Радхарани и Говинды Девы. Жить здесь, в Москве. Prabhupada wrote that they want a beautiful temple to attract millions and millions of people to understand the culture, philosophy of Krishna consciousness. Шрила Прабхупада написал, что я хочу красивый храм, чтобы миллионы людей поняли культуру и философию. A wonderful temple to attract people. Замечательный храм, который будет притягивать людей. Into the association of loving devotees who have a taste for hearing and chanting the glories of the Lord. В общество любящих преданных, у которых есть вкус к святому имени Господа. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Rupa and Sanatana Goswamis to construct temples in Vrindavan to attract people. Шри Чайтанья Махапрабху велел Рупе и Госвами, чтобы они построили прекрасные храмы в Вриндаване, чтобы эти храмы привлекали людей
к поклонению Господу. Ramanujacharya, Madhva-Acharya, all these great, the 6 Goswamis, they established temples to establish a place where people could come to associate with devotees. Рамануджа-ачарья, Мадхва-ачарья, все они основывали храмы, чтобы люди могли приходить и поклоняться. So please know that the idea of this temple is not just the passion of Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Поэтому, пожалуйста, знайте, что идея этого храма не просто каприз Бхактивиданта Госвами Махараджа. Because of Maharaj's very pure heart. This is the part which I refuse to translate. Because he is a genuinely surrendered soul. He's just trying to be one of Prabhupada's puppets. It is the will of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это воля Шри Чайтаньи Махапрабху. It is the will of Radha Govinda. Это воля Ради Говинды. It is the will of the 6 Goswamis. Это воля 6 Госвами. It is the will of all the acharyas of our whole parampara. Желание всех Госвами нашей парампары. And that will is manifested through the pure, compassionate heart of Srila Prabhupada. И эта воля проявляется через чистое сострадательное сердце Шрилы Прабхупады. We've already given so many examples of how Prabhupada started things, and miraculously Krishna made them glorious. Мы привели множество примеров, как Шрила Прабхупада начинал различные проекты, и чудеса случались, чтобы они увенчались успехом. This is one of the last orders of Prabhupada that remains unfulfilled. Это один из последних приказов Шрилы Прабхупады, который еще остается неисполненным. And we have the great opportunity to participate. И у нас есть удивительная возможность принять участие в этом. We all have the chance to be the puppet of the puppet of the puppet. У каждого из нас есть возможность оказаться марионеткой, марионетки. Servant of the servant of the servant. Слугой слуги слуги. So what is required is each and every one of us have to take it as a personal responsibility that Prabhupada's dream comes true. Единственное, что необходимо, чтобы каждый из нас почувствовал личную ответственность за исполнение этой воли Шрилы Прабхупады. And it will affect the whole world. И это изменит целый мир. So the spiritual lives of millions of people all over the world are very much depending on each and every one of us to do our part to help build this beautiful temple. Духовной жизни миллионов людей во всем мире очень сильно зависит от каждого из нас, для того, чтобы мы исполнили свою роль в этом желании, в этом плане Шрилы Прабхупады. Whether we're Hanumans like Niranjan Swami or Bhaktivedanta Goswami, Являемся ли мы хануманами, такими как Ниранджана Свами и другие? whether we're little tiny spiders like Radhanath Swami. Маленькие паучки, как Радханатха Свами. If we all just do what we can, Если мы просто будем делать все, что в наших силах, then Krishna will empower us, то Кришна даст нам силы, and Prabhupada will bless us. а Шрила Прабхупада даст нам свое And благословение. that's all we want. Это все, что нам нужно. That Prabhupada will glance upon us with a smile. Чтобы Шрила Прабхупада посмотрел на нас с улыбкой. That is the ultimate aspiration of our lives. Это самая большая мечта нашей жизни. And this is how, by living a pure life of chanting the holy names, following the regulative principles, and really trying to be the humble servant of the servant, we can show our real gratitude for Srila Prabhupada.
Это то, каким образом мы сможем реально проявить свою благодарность Шриле Прабхупаде, живя чистой жизнью, повторяя 16 кругов, следуя регулирующим принципам. And what better day than his Vyas Puja to remember the sacrifices that he performed out of his love for us. И есть ли какой-то лучший день, чем день его Вьяса-пуджи, в который мы можем помнить обо всех жертвах, которые он принес ради нас? What better day could there be for us to pray for the determination to do something wonderful? Есть ли какой-то день лучше, чем этот, в котором мы можем молиться о решимости, чтобы через нас случилось что-то удивительное? Something wonderful to show our love for him individually and collectively. Нечто удивительное, с помощью чего мы сможем проявить свою любовь к нему, каждый сам по себе и все вместе. If you're having difficulties in life, если у вас есть трудности в жизни, just remember Srila Prabhupada on Jaladuta with heart attacks and no one around to help. Вспомните Шрилу Прабхупаду в Джаладуте с его сердечными приступами и полным одиночеством. Things are not so bad. И вы подумайте, что на самом деле у меня не так уж все плохо. If you're having difficulty, just think of how Prabhupada, in his separation from Radha Govinda, если у вас есть сложности, вспомните о Шриле Прабхупаде, который испытывает разлуку с Рада Говиндой. И как он находит утешение в Чайтанья Чаритамрите. Recently, in my time spent with His Holiness Bhakti-Tirtha Swami Maharaj, не так давно, в течение того времени, которое я провел с его святейшеством Бхакти-Тиртой Свами Махараджем, I witnessed this parampara of total dedication and compassion. Я был личным свидетелем этой парампары полной самоотверженности и сострадания. I can tell you from the heart of my hearts that Bhakti-Tirtha Swami, he revealed his heart to me so openly, again and again and again. Я могу сказать, что Бхакти-Тиртха Свами Махарадж снова и снова раскрывал передо мной свое сердце нараспашку. He had only one desire. У него было только одно желание. Just to please Srila Prabhupada. Доставить удовольствие Шриле Прабхупаде. Prabhupada has left us decades back. Шрила Прабхупада покинул вас много десятилетий назад. Maharaj, it was his life and soul. Но для Махараджа это оставалось самым главным в жизни – доставить удовольствие. He wanted to live in a way to please Prabhupada. He wanted to die in a way that would please Prabhupada. Nothing else mattered in his life. Он хотел жить так, чтобы Шрила Прабхупада был доволен им, и умереть, чтобы Прабхупада был доволен им. Никакого другого желания у него не было. И все то, что он делал во время своего преданного служения, было предназначено только для того, чтобы доставить удовольствие Гуру Махараджа. Это удивительно, как он шел по стопам Шрилы Прабхупады. And they are both stories of impossible situations that become tremendous success. И та, и другая жизнь являются историями того, как нечто невероятное становится успехом, не менее невероятным. Шрила Prabhupada is with us always. Шрила Прабхупада всегда с нами. He reasons ill to say that Vaishnava is dying. Ошибается тот, кто считает, что Вайшнав умирает. When thou art living still in sound. Он по-прежнему живет в звуке. Vaishnavas died to live. Вайшнавы умирают, чтобы жить. And live to spread the holy name around. А живут для того, чтобы распространять святое имя. Srila Prabhupada had total faith. У Шрилы Прабхупады была полная абсолютная вера. In the mercy of Guru. В милость Гуру. And in the power of the holy name. И в могущество святого имени. And this was his message. И таково было его учение. Chant Hare Krishna, be happy. Повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы. And his instruction to those in Moscow. Его наставление для преданных, которые живут здесь, в Москве. And all over the Russian part of the world. И во всей оставшейся части России. Live by the teachings that Guru has given us. Живите тем учением, которое оставил нам Гуру.
come together cooperatively to build this temple, to broadcast the glories of the holy name. И объедините все свои усилия для того, чтобы построить этот храм, который будет распространять славу Святого имени. To save millions and millions of people's lives. Это спасет миллионы жизней. Thank you very much. Спасибо большое. Махарадж говорит, вы так радостно хлопаете, что я наконец закончил. Спасибо за ваше терпение. Шрила Прабхупад ки! Шрила Радханатха Свами Махарадж ки! Шрила Ниранджана Свами Махарадж ки! Shall I ask Jai Madhava? Jai Madhava Prabhu, please take your place by the microphone. Maharaj is asking you to speak. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishtai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Idhyane Namaste Saraswati Gauravani Prasharne Nirvasesha Shanyavadi Prasaschatastarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Veda Gadadhar Shivasare Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I want to thank His Holiness Radhanath Swami for talking about Srila Prabhupada. Я хотел бы поблагодарить его святейшество Радханатха Свами за его речь and his pastimes in establishing the International Society for Krishna Consciousness in America. Его ливы, связанные с основанием международного движения сознания Кришны в Америке. And in all parts of the world, including Russia. И во всех остальных странах мира, включая Россию. Actually, we could have never, as young devotees in the earlier days of the movement, we could have never even imagined a time when thousands and maybe millions of Russian people would be taking to Srila Prabhupada's movement after his demise. Когда мы были еще молодыми преданными в этом движении, мы никогда не могли представить себе, что в России будут тысячи людей, которые серьезно примут движение сознания Кришны после ухода Шрилы Прабхупады. It's a fact that Srila Prabhupada's desire to spread Krishna consciousness over the world has actually, he has empowered his disciples and followers to spread Krishna consciousness. На самом деле Шрила Прабхупада дал силы своим ученикам и последователям, чтобы они распространяли сознание Кришны. I remember in particular that when Srila Prabhupada was with some of his disciples, I don't remember the exact conversation. Я помню один из случаев, когда Шрила Прабхупада находился вместе со своими учениками. Я не помню точных слов. But I knew that one of Srila Prabhupada's disciples had said something was impossible. Srila Prabhupada, that's impossible. Но один из его учеников обронил: Шрила Прабхупада, это невозможно. And immediately Srila Prabhupada replied that impossible is the word in a fool's dictionary. Но Прабхупада тотчас ответил: невозможно — это слово из словаря дураков. So when Srila Prabhupada came to America, he came, as Radhanath Swami explained, and as we all know, with nothing. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он приехал без всего. And how amazing that Srila Prabhupada had come to Russia for just a brief period of time
and installed Krishna consciousness. Но не менее удивительно, что Шрила Прабхупада всего на несколько дней приехал в Россию и утвердил сознание Кришны здесь. It is almost impossible. It's unbelievable. Это практически невозможно, невероятно. That he had inspired and empowered Russian devotees in such a short period of time. Что за такой короткий срок он дал силы русским преданным продолжать его делать. Srila Prabhupada's very strong desire to spread Krishna consciousness in this part of the world is undoubtedly one of his most important missions. Очень сильное желание Шрилы Прабхупады распространять движение сознания Кришны в этой части мира, безусловно, одна из самых важных частей его миссии. And that mission actually is your mission. И на самом деле это ваша миссия. Each and every devotee that's sitting in this hall, your responsibility and your dedication to Srila Prabhupada and his movement is deeply appreciated by Srila Prabhupada. Каждый из вайшнавов, сидящий в этом зале, ваша ответственность перед движением Шрилы Прабхупады, и все то, что вы делаете для него, Шрила Прабхупада очень ценит. And being deeply appreciated by a pure devotee and his devotees, Krishna appreciates it. И когда чистый преданный ценит что-то, что мы делаем, Кришна также ценит это и замечает. You must never think that anything is impossible to do. Никогда нельзя считать, что бы то ни было невозможным. Especially in the aspects of preaching Krishna consciousness. Особенно в том, что касается проповеди сознания Кришны. I remember when I joined the movement. Я помню, когда я присоединился к движению. In the early 70s. В начале 70-х. Srila Prabhupada was very keen on book distribution. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы его ученики распространяли книги. This book distribution of Srila Prabhupada is first and foremost of his most important desires. Распространение книг Шрилы Прабхупады было одно из самых горячих его желаний. We should never take it for granted or neglect it. И мы никогда не должны забывать об этом и пренебрегать этим. Because it's this book distribution that is actually making the devotees. Он сказал, что именно благодаря моим книгам появляются новые преданные. Plus, you must study Srila Prabhupada's books. This is very important.